Let me get a little touch of value. Привет, друзья! Сегодня в очередной раз буду знакомить вас с бельгийской пивоварней FRZ. Продегустируем два их кислых сорта пива. Встречайте Oud Brian и Доктор Руди. О пивоварне Brewery FRZ я рассказывал в видеодегустации номер 165, так что сразу перейдем к дегустации пива. Oud Brian или Flanders Brown Ale, фландрийский коричневый эль, также известный как Старый Эль. Это исконно бельгийский стиль кислого пива. Он появился во Фландрии предположительно в 17 веке, и это даже на сегодняшний день имеет очень важное значение. Интересен тот факт, что в Бельгии так может называться только пиво, произведенное исключительно в указанном регионе. Технология производства пива в данном стиле характеризуется, как правило, длительной выдержкой и купажированием выдержанных молодых сортов. Как правило, Oud Brian дважды ферментируют. Первичная ферментация обычно проходит селективными чистыми штаммами дрожжей, а во вторичной ферментации принимают участие дрожжи из емкостей, не обработанных после процесса предыдущей ферментации, будь то деревянные бочки или стальные танки. То есть остаточная, практически уже одичавшая микрофлора включается в процесс. На каком-то из этих этапов производят смешение, как я уже говорил, более старых и молодых сортов. Вторичная ферментация продолжается какое-то время, может даже до нескольких месяцев. Далее пиво выдерживается. Приблизительно так. В общем, процесс довольно сложный и длительный, и именно поэтому сорта пива в данном стиле, как правило, дорого стоят. У меня есть информация, что FRZ и здесь отошел от традиционных технологий. В данном случае они не используют дображивание в бутылках. На последней стадии пивовары сливают все бочки в один танк и добавляют туда только сахар, без добавления дрожжей. Там же пиво дозревает и лишь потом его разливают в бутылки. Что же нам об этом сорте расскажут сами пивовары FRZ? Они говорят, это традиционное пиво юго-запада Фландрии, представляющее собой смесь старого и молодого пива, выдержанных в разных деревянных бочках. Вкус из каждой бочки уникален, но смешивая пиво из разных бочек и разной выдержки, всегда получается пиво в данном стиле. Далее пиво созревает в бутылке не менее полугода, развивая свои вкусовые и ароматические тонкости. Содержание алкоголя в нем 6%, в составе вода, ячменный солод, хмеля и дрожжи. Срок реализации, внимание, 10 лет. Бутылка емкостью 0,33 темного стекла, крышка металлического цвета без логотипа. Этикетка круговая. На фронтальной стороне название сорта Oud Brian, здесь же название и логотип пивоварни, емкость бутылки и содержание алкоголя. Рисунки. Старик в бейсболке, очках и цепочке с кулоном FRZ. Шишка хмеля с ходунками, яблоко и клубника, кружащие в танце. Бутылка пива с надписью, дубовая бочка с проросшими ветвями, песочные часы и надпись Hip Hops. Слева традиционное описание сорта и адрес пивоварни. Справа информация о составе и штрих-код. Пробуем. Довольно спокойная карбонизация, пена сразу осела, пиво темно-коричневого, янтарного цвета, прозрачное, с бронзовыми просветами, пенная шапка появилась и тут же исчезла, она бежевого цвета, из очень мелких пузырьков состоит. Посмотрите, как это выглядит в бокале, и будем пробовать. Ну, в аромате сразу кисломолочные, бальзамические, уксусные ассоциации с винными нотами.
Далее проявляются кисло-сладкие тона красных фруктов, таких как вишня, чернослив, инжир, красный виноград и финики. Здесь же ноты зеленого яблока, ореха и ванили, древесные дубовые танины, намеки на карамель и пряные дрожжевые фенолы. Вкус солодовый с яркой кисломолочной кислотностью, с намеками на бальзамический уксус, фруктовыми эфирами и легкими нотами карамели. После начального кислотного удара мягко проявляются фруктовые эфиры красных фруктов с явными тонами красного винограда, вишни, сливы и красной смородины. Немного клубнично-компотных ассоциаций с нотами зеленого яблока, древесными тонами, дрожжевыми хлебными нюансами. Тем не менее, чуть притихшая мягкая кислотность тянется на протяжении всего вкусового восприятия, как бы сопровождая дополняющие ее вкусовые нюансы и придает своеобразной сухости. Очень легкое присутствие хмеля древесного характера отлично дополняет ноты древесных дубовых танинов. Среднеплотное вяжущее тело, гладкой текстуры, послевкусие довольно кислое, с терпким, сухим финишем и легкой землистостью. Резюмирую, данный стиль имеет свою основную отличительную особенность, которая, собственно, и отличает это пиво от фландрийских красных элей. И это более глубокий солодовый характер. Но в данном сорте вас встретит яркая, уксусная, с винными нотами кислотность, которая характерна все же фландрийским красным элем. Она, безусловно, хороша, но солодовую основу задавила в зародыше. Прикосновение древесных танинов с намеками на карамельные солода присутствует, но именно кислотность здесь правит бал. Пиво мне очень понравилось, но все же солодовое присутствие здесь не совсем типичное для фландрийских коричневых элей, но вкусно. Классно. Кислячок вообще бомба. Следующий сорт, который я продегустирую, называется Доктор Руди. Он не позиционируется производителем в определенном стиле, но это определенно кисляк и допускает, что на диких дрожжах и с сухим охмелением. Получается такой себе Dry Hopped Wild Sur. Содержание алкоголя в нем 6%, в составе вода, ячменный солод, хмеля и дрожжи. Срок реализации у него 2 года, бутылка емкостью 0,33, темного стекла, крышка темно-коричневого цвета, без логотипа, этикетка традиционно круговая. На фронтальной стороне название сорта Доктор Руди, название и логотип пивоварни, емкость бутылки и содержание алкоголя. Рисунки нам представляют самого доктора, кастрюлю, мешки с чем-то, пряности, аптечную ступку для помола, овцу и птичку киви. Также здесь лимон, справляющий нужду, и самолет, скидывающий грузы на парашютах. Надпись Healing Liquid, что обозначает целебная жидкость. Слева адрес пивоварни и описание сорта, которое дословно повествует о следующем. Доктор Руди является авторитетом в лечении острой жажды. Травяной запах этого напитка, напоминающий орегано, сосну и лемонграсс, является первым шагом к вашему процессу лечения или выздоровления. А при приеме его перорально он быстро утолит вашу жажду, которая исчезнет в воздухе. Тут же предупреждение, что освежающая, кислая и экстремальная питьевая способность сорта могут значительно увеличить вероятность желания его повторения. Справа информация о составе и штрих-код. Пробуем. At one time, for your mind. Tell them where I come from. Пиво золотисто-желтого цвета, прозрачное, с очень активной карбонизацией, с замечательной, красивой, высокой белой пенной шапкой, которая, к сожалению, очень быстро опускается, но благодаря очень активной карбонизации пополняется вновь, и на каком-то уровне она зависла и практически остается на нем. Структура пены практически однородная, отлично смотрится в бокале.
пиво. Вот так это выглядит в бокале. Давайте пробовать. Аромат легкий, освежающий, кисловатый, с травяными тонами лемонграсса, ревеня, орегано и зеленого яблока. Грейпфрутовыми нюансами и намеками на дикие бреты. Вкус легкий, сухой, освежающий, кисловатый, терпкий, с цитрусово-травяными нотами. Хмелевая горечь легкая, но она присутствует и привносит фруктовые эфиры, напоминающие о ананасе, крыжовнике и лимоне. Травяные и пряные ноты отсылают к орегано, лемонграссу и ревеню. Бреты дают легкие хвойные и яблочно-квашеные нюансы. Тело очень легкое, питкое, с фруктово-кислотной терпкостью. Послевкусие довольно короткое, с мягкой кислотной сухостью, подкрепленной немного пряными тонами грейпфрутовой цедры. Резюмирую. Легкий, освежающий сорт, сухой, фруктово-травяной, немного дикий и приятно кисловатый. Собственно, все это и заявлено на этикетке. Это действительно может послужить своего рода целебной жидкостью в жаркий летний день. И это точно лучше утолить жажду, чем спрайт. Рекомендую. Оба представленных сорта попали ко мне на дегустацию благодаря проекту Belt Beer Tour, ссылки на который, а также на сайт пивоварни FRZ я выложу внизу под видео. И хочу вам сказать, эти сорта очень крутые, они произвели на меня очень положительное впечатление. Если вам предоставится возможность продегустировать данные сорта, очень рекомендую вам не пропустить такой момент. Потому что это действительно очень достойные и качественные представители своих стилей. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей группе в ВК, ссылка внизу. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте перепосты. Будет интересно. Пока-пока, друзья.